Настольные новинки, настольные новости, новости около настольной. Все это ждет сегодня вас в выпуске и будет много всего интересного. Хотя я это обещаю вам каждую неделю. Ну, каждую неделю же интересно. Если да, ставьте лайк. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. Начнем с зарубежки, чтобы не отнимать много вашего времени. Сегодня в выпуске буду я один, и поэтому про все буду рассказывать только я. Скоро выйдет настольная игра Market Fresh, и это настольная игра от Вольфганга Крамера и Михаэля Кислингена, механики выставления объемных тайлов, которые выглядят как объемные доминошки в виде корзиночек с фруктами и овощами внутри. И они красивее, чем обычные доминошки. И в этой игре вы станете продавцами на фермерском рынке. Ваша цель — стратегически складывать ящики с овощами и фруктами, чтобы получить как можно больше очков и опередить соперников в конце игры. В свой ход вы берете ящик либо из запаса, либо из тех, которые на столе, и добавляете его в руку. Затем выбираете один из своих ящиков и размещаете его у себя на прилавке. Сразу получаете очки. Чем больше совпадений с уже выложенной продукцией создадите, тем больше очков зарабатываете. Дополнительные очки начисляются в конце партии за каждый вид товара, который у вас больше всех, тем самым вы захватываете рынок. Выглядит, кстати, как приятный и красивый абстракт от хороших авторов. Tax the Rich. Это карточная игра на взятки, где каждая карта изображает персонажей разных общественных слоев, от бедняков до президента. И как вы понимаете, вряд ли я бы рассказал про какую-то карточную игру на взятки, если бы в ней не было прикольной тематики. Каждый раунд начинается с раунда ставок, в ходе которого определяется козырной цвет и количество взяток, необходимых для получения бонусных очков. Победитель взятки обязан взять это количество взяток на пару с своим напарником. Весь игровой процесс достаточно классический для карточных игр на взятки. Чем выше общественный статус персонажа, тем сильнее его карта. Однако, если в какой-то момент в вашей руке останутся только карты с символом флага, вы сможете поднять революцию. При этом вам надо будет раскрыть свои карты. Социальная иерархия переворачивается с ног на голову, и теперь сильнейшими становятся самые низкопоставленные персонажи. После объявления революции вы доигрываете свою партию с открытыми картами. В игре также есть карты с дополнительными правилами, которые добавляют разнообразие, наделяя определенные типы персонажей профессиональными способностями. Рабочие, например, смогут объединяться в профсоюзы, миллиардеры узурпировать власть, полиция проводить обыски, а ученые разоблачать вас всех остальных. Можно сыграть как с случайно выбранными правилами, так и по одному из предложенных сценариев. Дополнительно в игре есть феминистический режим, где карточки с женскими персонажами получают дополнительные плюшки. В настольной игре Clean the Castle вам предстоит вычищать замок во время чумы, причем вычищать его от всего. В том числе вам нужно будет вывозить из замка миплов и хоронить их, и стараться не подцепить чуму самим. В свой ход вы можете передвинуть любое количество своих уборщиков миплов, каждого до 5 клеток, и можете подбирать тела, остатки еды или навоз и относить их на кладбище, в компостную яму или в навозную кучу соответственно. Также можно будет очищать стены от пролитого масла, и все эти действия принесут вам золото. Однако, когда вы перемещаете тело, вы бросаете кубик и можете заразиться чумой и превратиться в очередной ресурс для уборки, который уберете либо вы же сами, либо ваши оппоненты. Кроме этого, еще может быть нападать на других уборщиков или самому стать их жертвой. Дуэли проходят по принципу камень, ножницы, бумага. Такая вот необычная игра с необычной тематикой. А заканчивается она тогда, когда одна из команд уборщиков полностью вымирает, игроки подсчитывают накопленное золото и побеждает тот, кто собрал больше всего богатства. Еще в этой игре, кстати, будут миплы с тележками, они прямо на тележках будут все возить. Как бы Wizards of the Coast не хотели сохранить это в тайне, но шило в мешке не утаишь, и стало известно, что в 26 году выйдет сет Magic the Gathering по черепашкам ниндзя. Выпускаться он будет специфическим образом, не так как остальные сеты. У него будет Pizza Bundle и Turtle Team Up. Это два варианта комплектации, которые в других сетах, как я сказал, не повторяются. Pizza Bundle — это, по сути, подарочная коробка, в которой 9 бустеров, один коллекционный бустер, 25 нефольгированных земель, при этом в этой версии игры земли — это пиццы, 5 еще фольгированных базовых земель с пиццей, эксклюзивные промокарты, счетчики жизни и все остальное. Ну а в Turtle Team Up будут 4 бустера и 4 тематические колоды, плюс колода врагов, а еще будут листы с жетончиками для того, чтобы вы могли все подсчитывать, что вам необходимо, и каунтерами и так далее. Сет в первую очередь ориентирован на тех, кто любит черепашек-ниндзя, и на коллекционеров всех их продукции и мерча, а еще на игроков в командах, хотя карты будут подходить и для формата стандарт. Еще там будут безрамочные карты и всякие коллекционные карточки, которые, видимо, будут предметом для охоты. Поехали к околоигровым новостям. Американское подразделение компании Amiga Games, это дочерняя структура немецкой Amiga Spiel, объявило, что прекратят деятельность к концу этого года. Само отделение было основано еще в 2018 году для того, чтобы укрепить позиции продукции Amiga на рынке Северной Америки.
Но теперь оно расходится, и все это связывается с тем, что после пандемии компания так и не смогла нарастить продажи даже своих самых проверенных масс-маркетовых игр типа Bonanza, а тут еще и цены на поставку в США поднялись, и стало совсем не продохнуть. В Европе же Asmodee только растет и ставит курс на увеличение количества физических настольных игр и магазинов. Они считают их важной частью развития хобби и привлечения в настолки новой аудитории. Помимо чисто настольных магазинов, они планируют развивать количество точек продаж настольных игр в продовольственных и книжных офлайн-магазинах. А еще они учредили новую студию геймдизайна, которая будет называться Moodbox, и заниматься она будет разработкой пати-геймов. Студия будет сосредоточена на создании игр, которые способствуют общению, взаимодействию и сотрудничеству между игроками. При этом это игры будут простые в освоении и быстрые в процессе игры. Руководителем студии, кстати, будет бывший директор по развитию бренда Катан. Помните, я когда-то рассказывал, что с настольной игрой Ларкана, которая диснеевская, между прочим, не все так просто. Компания Ravensburger тут недавно выиграла суд по делу, которое подала против нее Upper Deck, и там Ravensburger вменялось нарушение авторского права и куча других правонарушений. Однако Upper Deck заявила, что, несмотря на то, что дело было выиграно, на него будет подана апелляция, а еще будет подано аналогичное дело, но уже в Европе по тем же самым вопросам. Сам по себе изначальный иск был подан летом 2023 года, и в нем утверждалось, что гейм-дизайнер Disney Lorcana Райан Миллер перенес в проект Disney Lorcana элементы из игры Rush of Icar, над которой работал до этого в Upper Deck. То есть он работал в одной компании, там взял себе интеллектуальную собственную всякие мысли, идейки и так далее, пошел в Ravensburger, и там их такой, типа, давайте выпустим игрушечку, а у Ravensburger денег побольше, наверное, было, и они такие, опа, побыстрее выпустили Ларкану, пока те еще не успели выпустить Икар. И вот теперь разбираются. А с новостями Кикстартера вас познакомит я. На Кикстартере идет сбор средств на новую коробку Трон Кубов. Это оригинальный набор с 4 новыми персонажами, я расскажу даже почему он оригинальный. Там дуэлист, у которого на планшете будет дорожка, и он по ней будет ходить туда-сюда, и в зависимости от того, где он находится, то есть по факту на каком расстоянии находится от противника, будут по-разному работать его способности. Будет солнечная эльфийка, у которой там ночь-день и ночь-день опять по новой, и она светом будет лечить себя, а тьмой будет фигачить оппонентов. Будет друид, превращающийся в медведя, и будет мастер кузни, ну, соответственно, дварф, который по ходу боя перековывает себе щит и доспехи на побольше защиты и на новые способности. Но оригинальным и необычным его делают, конечно же, не герои, потому что там пачку героев мы постоянно уже видели, там по Марвелу и по всему, чему только можно в этом Троне Кубов. А вот делает его босс. На крышке коробки, то есть там коробка будет такая вот, и в нее будет крышка сниматься, на ней огромный такой планшет с боссом, с которым можно будет сразиться в соло или кооперативно. Это будет дракон, которого зовут Нараксус. Также на Кике идет сбор средств на каскаде Alpine Lakes. Вообще альпийские штуки, видимо, сейчас модно делать в играх про природу. Вон там недавно смешанный лес вышел тоже альпийский. Так это будет причем не допчик, это будет отдельная игра, для которой не понадобится базовая каскадия. И, в принципе, если вы читали правила базовой каскаде, то из этих правил вам придется прочитать всего лишь пару новых абзацев. Потому что она основана на базовой каскаде. Но она прям инновационная. Прикиньте, теперь вы можете выкладывать тайлы не только рядом друг с другом, но еще друг на друга. Класс. А еще, если вы это делаете, чтобы было высоко, и животные, соответственно, находятся выше, они будут давать больше очков. Но и это еще не вся инновационность. Прикиньте, теперь вы получаете очки не за расположение животных относительно друг друга, а за хабитаты. Ну, вернее, за то, как животные расположены просто в хабитатах, какие там находятся. Ну, вообще, такого вообще никогда не было. На GameFound тем временем вышли новые вампиры Маскарад для Тибуру. В этой игре мы отправимся в Палермо разыскивать пропавшего принца и попадем в самый эпицентр разборок отдельных фракций внутри Камариллы. При этом в этот раз мы будем играть не неонатами, анархами, а архонами Камариллы. Игра будет более соревновательной, чем была про Милан. Даже Хейвен у каждого игрока теперь будет персональный. И несмотря на то, что за порядком в городе следить и вести расследование пропажи принца игроки должны все вместе, только одного из них в конце наградит Джустикар. А еще там оборотни проспойлерили, а еще там будет коробочка с тайным физическим контентом. Короче, я уже вписался, особенно с учетом того, что сам Милан мы должны пройти вот сегодня, наверное. Архоны продолжают доить франшизу Героев Меча и Магии, и в этот раз с карточной игрой для 2 игроков. Выбираете героя, он будет давать вам ресурсы. Если не хватает ресурсов, вы можете разыграть карты с руки, превращая их в ресурсы. А далее выкладываете за эти ресурсы карточки существ на игровое поле и ходите им, ну, почти как в Берсерке, если вы знаете, что такое Берсерк. Странная петрушка, от героев там только название и картинки, которые по мотивам нашей любимой игры. Мы даже с Саней этот момент обсуждали и решили совместно, что игра шляпа.
Но франшиз героев продается, поэтому вложились там в компанию люди хорошо. У Awaken Realms на GameFound идет Below the Asylum, и это хоррор-приключение, которое играется ваншотами, а не компанией. В какой-то веке не компанией. Не так часто, кстати, стало это в последнее время. Хотя раньше все жаловались как раз, что типа, что-то мы компаний почти не видим крутых нарративных. Вы выступите в роли агентов, застрявших между измерениями, в то время как какие-то культисты пытаются провести ритуал. Действие будет происходить либо в лечебнице, либо на корабле, если вы играете с дополнением. Поле разделено на две части, каждая из которых находится в своей реальности. При этом поле будет меняться, и вы будете переходить из одной реальности в другую. Ритуал по классике ставит под угрозу весь мир. Для того, чтобы прервать его, вам нужно будет работать сообща и использовать разнообразный арсенал снаряжений, способностей ваших персонажей, и сделать это на перегонки со временем. А еще главгад будет эволюционировать по ходу игры, и в каждой финальной конфронтации будет разным, и вы будете начинать с того, что точно не знаете, с чем вам предстоит столкнуться. Персонажи, кстати, будут асимметричными, с уникальными механиками. Например, там будет японец с демоническим мечом, который становится сильнее, если кормит вещь врагами. Еще будет старик, которому надо жертвовать частицей себя, чтобы уничтожить врагов, ну и так далее. Сам ритуал тоже будет проходить по-разному, там у него разные такие жетончики, которые совмещаются друг с другом, и потребуют разных действий для того, чтобы его остановить. Сейчас будут благодарности и интересная новость сразу. Хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на Бусти. Ребят, большое вам спасибо. Для нас это действительно очень важно. Нам помогает это понимать то, что мы делаем, нужно вам и интересно вам, и вы даже готовы поддержать нас. Поэтому, ребят, вам респект, уважуха и большое человеческое спасибо. А для тех, кто сомневается, как бы стоит ли подписываться на Бусти и достаточно ли там контента интересного, то у нас до конца октября работает пробная подписка. Можно абсолютно бесплатно зайти, посмотреть все, что там есть. А там уже больше 50 первых впечатлений. Это обзоры текстового видеоформата. Там больше сотни всяких летсплеев и так далее. То, что не выходило в основной доступ. Будем рады вас видеть, а если вам понравится, оставайтесь, мы будем еще больше рады. Переходим к нашим. Звезда издаст на русском языке новую игру из серии Exit Quest, где вам нужно будет выбраться из секретной тюрьмы строгого режима. И мне, кстати, в связи с этим интересно, сколько экзит-квестов вы прошли, их вышло достаточно много. Расскажите об этом в комментариях. А на площадке Crowd Republic открылся предзаказ на гигантскую приключенческую игру Мидара. Это сюжетный данжен-кроулер, действие которого происходит в мире бессмертных существ, оформленном в стиле аниме. В нем огромный буклет, прям такая книженция с повествованием, сюжет разветвленный, и у вас огромные возможности для настройки вашего персонажа, его способностей и снаряжения под ваш конкретный стиль игры. Для такой огромной коробки у нас на канале есть не менее огромный и подробный обзор. У Низа Гамс открылся предзаказ на настольную игру Эра Галактики. Это 4X-стратегия в маленькой коробочке. И вам предстоит играть не за одну фракцию, как это происходит обычно, а за союз из трех. И вот именно синергия между выбранными вами фракциями и грамотное использование их возможностей должны позволить вам пользоваться всеми 4 иксами: исследованием, развитием, сражением и расширением своих границ. У Crowd Games открылся предзаказ на настольную игру Винни-Пух «Серьезные дела». Это детектив, где вам предстоит играть за Винни-Пуха и его друзей, искать улики, делать выводы, ну, как это обычно происходит в детективах. А вот что необычно, так это то, что ваши персонажи прямо будут перемещаться по тактической карте, как это бывает в данжен-кроллерах практически, осматривать места, взаимодействовать не только с картами, но и с игровым полем, и вам предстоит пройти 3 дела в разных мирах. У самого Пуха, в Камелоте и в смешанном мире Зазеркалья и Страны чудес. Кстати, если бы все к своим играм делали такие понятные тизеры-ролики, наверное, новости стояли бы только из них, и я вам был бы не нужен. Board Цепелин издадут на русском языке настольную игру Story of Many. Это гигантское приключение с путешествиями по открытому миру и боями на тактической карте. Игра сделана в жанре мрачного фэнтези. Нарратив игры содержит более 400 тысяч слов, а разнообразных врагов в игре больше 200. Стоить, правда, будет прям недешево. Кстати, предлагаю посмотреть вам обзор на Мидару и на Children of Morta. Если вы еще этого не сделали, наши ребята очень старались и сняли для вас все максимально подробно. Ну, а у меня все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.